Приветствую вас, потомки. Невероятно, сколько же лет прошло. Много, очень много. В те времена мы были молоды, все самое интересное было еще впереди. Это был поистине триумф, наш с вами триумф. Однако теперь от былого величия мало что осталось, будем честны. Разве что блеклые воспоминания, которые по вечерам заставляют сердце олдфага щемить, вызывают понимающую усмешку, адресованную самому себе из тех далеких времен. Я скучаю по этим временам, и я уверен, что не я один. Что ж, давайте сдуем пыль с пожелтевших свитков, закрепим на поясе верные клинки и накинем на плечи потрепанный дорожный плащ. Нас ожидает наследие Баала, наследие олдфага. Перед тем, как мы вернемся в наше темное, но прекрасное прошлое, я вынужден буду огорчить всех вас. Приобрести оригинальный Baldur's Gate вам не позволят, его просто сняли с продаж, наглым образом заменив упрощенным переизданием с толикой пропаганды. Все для современных игроков. Наслаждайтесь. Меняйся или сдохни. Ну а для тех же, кто задуалится в вора, есть небольшой шанс прикоснуться к легенде. Вы знаете, что делать. Больше я эту тему затрагивать не намерен, это видео принадлежит только оригиналу и олдфагам. Так знаете ли вы, что из себя представляет Baldur's Gate? Оригинальный Baldur's Gate? Нет? Большинство из вас, конечно же, в курсе, но есть люди, которые понятия не имеют, почему до сих пор слушают этого странного мужика. Ничего не понимаю. Школьники вроде как тоже люди, поэтому я поясню, что к чему. Я убежден в том, что настоящая ролевая игра – правильная ролевая игра, а подземелья и драконы – правильная. Именно на механику этой настолки облизнулся Baldur's Gate, если быть точнее, на ее вторую редакцию. Своим сеттингом же она избрала самые популярные и всеми любимые забытые королевства, и это было верное решение, чертовски верное. Чтобы вы понимали, я обожаю забытые королевства, перечитал кучу книг, что и вам, собственно, советую. И знаете что? Предвкушении, что же будет дальше? Познакомился с этим сеттингом именно благодаря Baldur's Gate. Черт, я так им впечатлился, что начал писать книгу о своем персонаже из Врат, о событиях, произошедших после сюжета игры. Надеюсь, когда-нибудь я продолжу работу над ней. В любом случае, я благодарен за этот опыт. Можно сказать, что Baldur's Gate устарел, что его графика – существенный барьер между игрой и игроком. И в таком случае я вынужден буду плюнуть вам в лицо, мои малолетние недруги. Это мой долг, как порядочного олдфага. Игра работает на воображение, все по канонам подземелий и драконов. Отыгрывайте своего персонажа, его черты характера, забыв о своих собственных. Представьте, что вы находитесь там, представьте окружение и взаимодействие с этим миром. Что все это не игра, это реальность, которая требует от вас ответственный настрой. Сказочный долбоеб. Зачем его только из больницы выпустили? Когда играешь таким вот образом, перестаешь быть Саньком из шахты. Ты становишься Абделем из Кэндлкипа. Разработчики, о которых мы поговорим чуть позже, были как мы, авантюристами и мечтателями. Пока все прочие студии упрощали свои проекты в угоду ленивому и глупому потребителю, они делали то, что хотели, то, что им нравилось делать.
И 21 декабря 1998 года появилась она, игра, которая покорила сердца и умы ценителей прекрасного, игра, которая покорила нас с вами, игра, которая заняла свое законное место среди бессмертной классики ролевых игр. Что же, когда я в первый раз зашел в игру, я не выкупил, почему, сука, нет настроек. Я хотел бы настроить игру под себя, только одиночная игра, мультиплеер, ролики и выйти отсюда, снести игру и признать себя девочкой. Мне не дадут такой возможности. Что? Простите, но я не согласен. Наш герой в немом протесте полез в папочку с игрой. Агрессивно начал кликать на все, у чего есть иконка врат, и через пару минут таки нашел заветные настройки. Так, вроде нормально, правда и это какой-то минимум получился. Развернуться не дали, а из настраиваемых клавишек была только отвечающая за быстрое сохранение, которое у меня не работало по итогу, ибо я запустил саму игру с рабочего стола от имени администратора, а настройки в папочке от имени идиота. Что самое важное, не было настройки сложности, но это лучше, чем ничего, согласитесь. Я решил, что так оно и должно работать, мол, у игры сложность одна. Вернулся в меню и с трепетом приступил к созданию своего персонажа. В принципе, пространство для отыгрыша есть. Имеется импорт персонажа, то есть заранее созданные разработчиками герои, за которых можно поиграть. Но это не для нас. Итак, можно играть за мужчину или женщину, это само собой разумеющееся, я полагаю. На характеристики это никак не влияет. Как говорит нам сама игра, оба пола равны во всем. Сразу после того, как мы определяем свой гендер, нам предоставят возможность выбрать портрет. Можно выбрать что-нибудь из доступных в самой игре, но позволено загрузить свой собственный. Далее идет раса, тут сложнее, все по-своему интересны. Стоит сказать, что существуют дуал-классы и мультиклассы. Дуал-класс доступен только человеку. Всем остальным мультикласс. Рассказываю. Допустим, ты эльф. Я знал, что у вас, блядских эльфов, нет чести, нет уважения, нет пива! При создании персонажа дается выбор. Взять один класс, два класса или сразу три. Ты взял 3. Теперь накапливаемый опыт будет распределяться на все твои 3 класса. Между ними будет дележка. Короче, каждый получит треть. Это сомнительное удовольствие, но плюсы есть. Это и есть мультикласс. Человеку же мультикласс недоступен. Он начнет игру с одним, основным классом. Но сразу же при получении второго уровня он получит возможность задуалить себя в кого-нибудь другого, по желанию. При этом, внимание, в предыдущем классе он развиваться перестает, но сохраняет способности. Все это тоже звучит сомнительно, но плюсы есть опять же. Задуалить персонажа можно на любом уровне. Вернемся к расам. Человек. Люди универсальны, они могут достигнуть апогея в любом из доступных классов, стать совершенными в своей специализации, какой бы она ни была. Рекомендую ньюфагам при знакомстве с оригиналом. Эльф. Эльфы ловко орудуют как клинками, так и луками, да и в принципе ловкие. Эльфы организованные и дисциплинированные во всех отношениях воины, уступают в этом плане разве что дворфам. Но, в отличие от них, эльфы питают слабость к искусству, красоте и природе. Среди них множество поэтов и художников, а жить они предпочитают в лесах. Выглядят весьма привлекательно, у них строгие черты лица и мелодичный голос. Живут в среднем 700 лет, в редких случаях 1200. Это впечатляет, наверное. Полуэльф, полукровки. Дети, родители которых являются эльфами и людьми, унаследовали и от тех, и от других все самое лучшее, но не в полной мере. От людей досталось крепкое телосложение и высокий рост. От эльфов инфразрение и продолжительность жизни. Около 200 лет. Почти так же привлекательны. Почти. Ни люди, ни эльфы особого покровительства таким кадрам не оказывают. Гном. Гномы невысокого роста, но это их нисколько не беспокоит. Это действительно одаренная раса изобретателей и алхимиков, как и эльфы, неравнодушны к природе. Это странно. Плюс гномы хитрые ребята, любят пранки. Это тоже странно. Полурослик. Им тоже не повезло в плане роста. И им тоже плевать. Более того, они используют несерьезное отношение к своей расе в своих целях, нередко мошеннических. Несмотря на это, пожалуй, самый дружелюбный народец. Отдают предпочтение спокойствию и комфорту.
Однако, среди них время от времени появляются герои, а в последующем и легенды Фейруна. Дворф. Пожалуй, моя любимая раса. Если гномы и полурослики проигнорируют вашу колкость касательно роста, дворфы набьют вам лицо, а бассуты используют в качестве кирки для добычи руды в своих шахтах. Для любого дворфа клан превыше всего. Готовы умирать за каждый сантиметр своей земли без раздумий. При этом их с ранних лет обучают воинскому ремеслу, оттачивая их навыки по максимуму. Это, вкупе с врожденной выносливостью и силой, делает их одной из самых грозных рас. Короче, дворфы рулят. Это все расы, которые игра любезно нам предоставила. На очереди классы. Воин. Ну что тут сказать. Бери меч и пошел. Следопыт. Серьезные ребята. Защитники природы и одиночки. Как и воин, боец. Но разбавляет свои сражения заклинаниями, которые дарует ему сама природа. Паладин. Около боец с божественной магией в арсенале. Паладины, как правило, служат богам, и у них есть свой божественный покровитель – Торм. Добропорядочность, честь, долг, справедливость, милосердие – это все про паладинов. Жрец. Как и паладины, служат богам, как добрым, так и злым. В свою очередь боги даруют им заклинания, серьезные заклинания, которые наделяют жрецов огромным могуществом. Друид. Своего рода жрецы, но силу для своих заклинаний черпают из окружающей природы. Яростно защищают леса при необходимости, могут при желании принять облик животного. Маг. Красивая мантия и чувство собственной важности, ну и бонусом разрушительные заклинания на все случаи жизни. Вор. Мастера теней, карманники, медвежатники и бесценные члены отряда, когда пол впереди напичкан ловушками. Бард. Бесполезны. Поют песенки и поднимают таким образом общий дух сопровождающего его отряда. Знают парочку заклинаний, но ничего существенного. Такие вот классы. Выбирайте, что больше подойдет вам и вашему отыгрышу. Теперь самое важное. Практически опора вашего отыгрыша. Мировоззрение. Законно доброе мировоззрение подойдет честному, доброму и справедливому персонажу, который служит законам. Это могут быть его собственные законы, законы организации, в которой он состоит, или государственные законы. Это самый положительный вариант. Нейтрально добрый. Для того, кто в принципе живет по совести, но не опирается в своих решениях на порядок или хаос. Хаотично добрый. Своевольный человек. Терпеть не может ограничения, которые порядок неизбежно навязывает. Поступает так, как считает правильным. Здесь и сейчас. Законно нейтральный. Считает, что закон, любой закон, превыше всего. Все остальное не имеет смысла. Истинно нейтральный. Не обращает внимания на такие вещи, как добро и зло, порядок и хаос. Это крайности для недалеких. Хаотично нейтральный. Самое сложное мировоззрение для отыгрыша. Такие персонажи в большинстве случаев откровенные психи. Ожидать от них можно чего угодно. Законно злой. Они могут быть извращенными, жестокими и алчными. Однако предпочитают не нарушать закон для достижения своих темных целей. Хороши в нахождении брешей и лазеек в том же законе. Нейтрально злой. Беспринципные ребята. Готовы на все ради собственного преуспевания. Такие вещи, как моральная сторона их решений или же закон, не имеют значения, если впереди маячит выгода. Хаотично злой. Невероятно кровожадный и жестокий. Зло ради зла. В процессе они получают извращенное удовольствие. Материальная выгода вторична. Далее идет распределение ваших параметров. Их всего 6. Сила, ловкость, телосложение, интеллект, мудрость, харизма. Что какому персонажу более всего подходит, понять несложно, разберетесь. Но я советую поиграться с броском, дабы выбить как можно больше очков для распределения между параметрами. Это важно. В навыках выбираем оружейную специализацию и парочку заклинаний. Быстренько расправляемся с такими вещами, как внешний вид вашего персонажа, его голос, имя и... Стартуем! Завершил я, значит, создание персонажа, захожу в меню и, ну надо же, настройки, полноценные настройки. Почему бы не добавить возможность настраивать игру из основного меню, мне непонятно. Ну да не суть. Там была даже настройка сложности. По умолчанию сложность средняя, но можно ее понизить. При этом потерять опыт. То есть чем ниже сложность, тем меньше опыта вы получите. Такие дела. Но если вы решили, что повысив уровень сложности вам будут давать больше опыта, нет, забудьте.
Все, что вы получите, страдания, которые потом будете вспоминать с теплотой. Ну и возможность заявлять о том, что вы хардовый олдфаг. То, что нужно. Интерфейс очень прост в освоении. При наведении на любой из элементов вам поясняют, что это из себя представляет. В самом начале я не понял, почему у дорогой брони блестящих лад класс защиты ниже, а у дешевки по типу кожанки высокий. Я справедливо заподозрил неладное и полез в интернеты. И действительно, чем меньше класс защиты, тем лучше. Ну, как скажешь, игра. Диалоги в игре качественно написаны. Да, их не так много, как хотелось бы, но все же. Вы можете пообщаться с любым персонажем в игре, узнать последние слухи у крестьянина или получить квест от него же. Кстати, о квестах. Они тут работают не так, как привык изнеженный игрок. У вашего персонажа есть дневник, куда он без разбору записывает все, простые заметки и квесты в общей куче. То есть нет раздела активных заданий и завершенных заданий. Разбираться придется самому, тут вас никто за ручку вести не собирается. И правильно делают. В игре достаточное количество интересных локаций. Большинство из них посещать не обязательно, но в свое время я открыл каждую из них и каждую облазил. Наполнение этих локаций немного прихрамывает. Парочка встреч с алчными разбойниками тут, парочка квестов там. И практически на каждом шагу встречаются разнообразные монстры. В переходах между локациями тоже, к слову. Да, случайные встречи запилены, и это челлендж, так как противник силен, а ваш отряд зачастую оказывается в невыгодном положении и без времени на подготовку. Эх, это прекрасно. Путешествовать вы будете не в одиночестве, без паники, ребятушки. Вам доступно 25 спутников. Одни присоединяются к вам из безысходности, другие из чувства долга, а третьи дают личный квест. С собой можно таскать до 5. Получаемый опыт будет распределяться поровну между членами отряда. Конечно, можно путешествовать в соло, но потянете ли вы? У каждого из них есть свое мировоззрение. Не советую одновременно держать в отряде злодеев и героев. Это вызовет конфликты между членами отряда. И иногда дело даже доходит до драки насмерть. Такие дела. Но эй, вы все еще вправе создать отряд, который лично вам по душе. Просто будьте готовы к недовольству. Их будет много. Проклятые нытики. Все достаточно просто, но в свое время меня задизморалили некоторые игровые моменты. Например, отдохнув, вы не восстановите свое здоровье. Нет, восстановите, но не полностью. Жалкие крохи, которые не играют роли. Ну или тот ублюдок, вампирический волк, или как его. Я часа 2 не мог понять, как убить эту тварь. Позже до меня дошло. Некоторых противников ранит и убивает только оружие, наполненное магией. Я оценил. Советую приобрести у торговцев такое оружие как можно раньше. В перерывах между сражениями и квестами вы можете почитать книги в игре. Они чуть раскрывают эту вселенную для новичков, ну а знатоков радуют всякими отсылками к реально существующей литературе. В целом игра неприветлива по отношению к новичку, если мы говорим о максимальной сложности. Но я прошел ее 6 раз, Чё он сказал? и с каждым новым прохождением моя любовь к ней умножалась. Конечно же, перед тем, как мы двинемся дальше, я обязан рассказать вам о самом мире, в котором и закручен сюжет Baldur's Gate. И мир этот, эти забытые королевства навсегда присвоили статус одной из любимых мною реальностей. Да, именно реальностей. Ведь, как указано в одной из книг Вербера, реальность — это то, во что ты веришь. А я в забытые очень даже верю. И не я один. Благодаря упомянутой мною ранее настолке «Подземельям и драконам», ролевые игроки по всему миру по-настоящему живут в этой вселенной. Их можно понять, так как возможности бесконечны. Ограничить игрока может разве что его собственное воображение. Такой опыт бесценен. Я понимаю, что нашему хмурому менталитету это кажется напрасной тратой времени, когда можно сходить за гаражи и влить в себя баночку пивчанского сомнительного качества. Мне вас почти жаль. Держитесь там. Но я отвлекся. Забытые. Они безупречны, но если вы думаете, что попали в добрую сказку, вы очевидно ошибаетесь. Мрачная действительность пропитала тут все. Я читал кучу книг, и от большинства из них я откровенно охуевал. Особенно меня впечатлил жизненный путь Артемиса Интрери.
В детстве он стал жертвой насилия, если вы понимаете, о чем я, а позже его продала в рабство родная мать за парочку золотых. И это не весь ужас, который забытые таят в себе. Расписывать все я не буду, не хочу, чтобы мой канал забанили. Так вот, они были созданы Эдом Гринвудом, канадским писателем-фантастом. Свою работу он начал еще в 1967 году. Именно он создал такого небезызвестного персонажа, как Эльминстер, одного из сильнейших магов вселенной, соперничать с которым способны немногие. О нем было написано огромное количество книг. К слову, микроспойлер, если позволите. И этот маг присутствует во вратах. Он появляется редко, немногословен, но все равно приятно. Но если Гринвуд создал забытый, Сальваторе подарил им душу. Сальваторе создал Андердарк. Буду с вами честен, хорошо? Поверхность меня не особенно восхищает или интересует. Все круто. Огромное количество разнообразных королевств и культур, мастерски прописанные расы, и поверьте, их реально дохуя. Прошлое вселенной также склеено, а потому есть и вымершие как расы, так и цивилизации. В этом интересно копаться. Сальваторе решил, что вселенной не хватает, скажем так, перчинки, а потому прописал андердарки, населяющих его обитателей. И этот подземный мир ужасающе прекрасен. Движущей силой его являются эльфы, темные эльфы, дроу, служители своей богини хаоса, паучьей королевы. Это общество, в котором каждый должен сплести собственную сеть интриг, дабы выжить или возвыситься. Женщины дроу возглавляют дома и народ в целом. Влажная мечта любой фемки. Мужчины практически как рабы. Таким рабом был Идрис Доурден, принц дома Доурден. В отличие от остальных, он не склонился и не стал последователем паучьей королевы. Вдаваться в подробности не стану, скажу лишь, что он покинул жестокий Андердарк и решил странствовать на поверхности, где и стал живой легендой. Таких творцов, как Сальваторе, десятки, сотни, а их героев в разы больше. Рассказывать о всем просто-напросто нереально. Прелесть в чем? Видите ли, вы вправе стать этим самым творцом. Стать спасителем или завоевателем, да кем угодно, вас не ограничивают, но будьте осторожны со своими амбициями. Хорошим примером того, что происходит с теми, кто приумножает свою власть сверх всякой меры, является темный триумвират. Это нечестивый союз трех смертных – Бэйна, Меркула и Баала. Они опустошали земли, по которым ступали, накапливая богатство, силу и знания. Став достаточно могущественными, Троица решилась на отчаянный шаг. Триумвират вторгся на план одного из самых сильных и влиятельных богов тех времен, с намерением отобрать эту силу и власть. Богом этим был Джергал, сам лорд конца всего. Хоть к тому времени они уже и стали полубогами, с Джергалом они бы вряд ли справились, будем честны, да? Само собой, на подступах к крепости их ждали препятствия, армии скелетов, личей и прочей нежити, но благодаря решимости и тому опыту, который у них был, захватчики успешно отражали волну за волной, покорили серую пустошь и ворвались в тронный зал Джергала, который их ждал, с предложением. Оказалось, что Джергал устал, присытился, власть его более не интересует. Он станет советником новых богов, если таково будет их желание. Откажется от костяного трона. Троица была ошарашена, но, конечно же, они без раздумий согласились. И после незатейливой игры, в которой решалось, кто из них какую сферу влияния присвоит, их путь в качестве смертных созданий завершился. Но этого им было недостаточно. Всегда недостаточно. Теперь, уже будучи богами, Триумвират начал вынашивать новый план, и план этот был чертовски нахальным. Похитить у верховного божества Ао скрижали судьбы. И ведь похитили, правда, Ао это, естественно, не очень-то понравилось. Созвав богов, он потребовал признания вины и скрижали обратно. Никто не признался, что и положило начало смутному времени. Ао в наказание низвергл всех богов на землю. Среди них были и наши воры. И как вы уже знаете, наверное, нас интересует именно Баал, лорд убийц. Он предвидел подобный исход, свою смерть, а потому заранее спланировал собственное возрождение. Добился ли он успеха и вновь покорил судьбу? Кто знает.
У каждого из нас свои герои, свое прохождение, свой канон, а потому я расскажу о своем путешествии по берегу мечей. Единственное, называть главного героя я буду Абделем, так проще. Это история о внутреннем противостоянии, запретной любви и клятве вечной мести с последующим падением. Свой путь мы начинаем в стенах крепости библиотеки Кэндлкипа. Там решил осесть его приемный отец и наставник Гараян, когда Абдель еще был мальчишкой. С ранних лет последний проявлял невероятные воинские способности, а тренировки давались ему просто. Слишком просто. Одна из наставниц библиотеки лично занялась его установлением, превратив талантливого юношу в совершенного воина. Казалось бы, жизнь прекрасна, он был окружен роскошью, друзьями, обучался у лучших из наставников, но сам по себе Абдель был беспокойной душой. И ему нужны были приключения, испытания, вызов. И Гараян все это неожиданно ему предоставил. Старик дал Абделю кошель с золотом, веля отправиться к торговцу и купить все самое необходимое для путешествия. От вопросов же упрямец уворачивается и поторапливает героя. Мы уважаем желание отца и делаем так, как нам и сказали. Очень скоро Абдель убеждается в том, что библиотеку следует покинуть, так как на него покушаются дважды. Мотивы наемников не ясны, но, к счастью, угрозу они представляют слабую, а потому сами становятся жертвами цели. Тем же днем они покидают дом, намереваясь укрыться в лесах или же среди толп врат Балдура. Но, увы, проходя в ночи через лес близ библиотеки, они нарываются на поджидающих именно их наемников, во главе с таинственным человеком, который очень хочет заполучить нас. И не обязательно целиком. Гараян вступается за сына, велит Абделю бежать, принимая весь чудовищный удар группы на себя. Маг уничтожает всех, кроме того самого незнакомца. Следовательно, обменивает свою жизнь на жизнь сына. Кое-как пережив ночь, Абдель возвращается к дороге, где встречает Имаэн, свою верную подругу, вместе с которой рос в библиотеке. Оказалось, она с самого начала следовала за ними, не желая оставаться в стороне от развлечений и грандиозных приключений. Сочувствуя нашей утрате, она присоединяется к герою, который, начиная осознавать события прошлой ночи, переполняется ненавистью, клянется выследить убийцу отца и отомстить. Но с чего начать? Он вспоминает, что перед уходом из дома Гараян проинструктировал его. Если с ним что-то случится, Абдель должен отправиться в небольшое поселение, дружескую руку. Оставляя позади отца, Абдель с Имаэн следует его указаниям. У входа в таверну некий Тарнеш сначала задает подозрительные вопросы, а потом, сделав для себя кое-какие выводы, начинает творить заклинания, очевидно пытаясь убить их. Однако сделать это он не в силах, а потому друзья перешагивают через его труп и, залитые кровью, заходят в таверну. Там им оказывают теплый прием. Они встречают старых друзей Гараяна, Халида, заикающегося, но сильного и очаровательного воина, а также Джахиру, суровую друидку, которая приходится Халиду женой. Они понимают, что Гараян не отпустил бы свое дитя скитаться в одиночестве, но времени на погоревать нет. Они становятся опекунами Абделя по просьбе его покойного отца и предлагают отправиться в Нашкель, поговорить с мэром города и выяснить, почему вся поставляемая оттуда руда стала порченной. Выкованные из этого материала доспехи и оружие разваливаются на глазах. Это кризис, и теперь все разбойники, орудующие на дорогах и в лесах, больше заинтересованы в железе, а не в золоте. Абдель осознает всю важность миссии и объединяется с ними. Уже в Нашкеле выясняется, в шахтах рядом с городом творятся странные дела. Мэр просит их отправиться туда и собрать информацию. Ну а в шахтах действительно что-то не так. Рудокопы трясутся от страха, выдумывают сказки о драконах и призраках. Наотрез отказываются работать на уровнях что глубже. На деле же там всего-навсего кобальды. На свежем трупе одного из них Абдель находит пузырек с подозрительной жидкостью. Так они и портят ее. При контакте с содержимым пузырька руда становится ломкой, хрупкой. Само собой, эти твари слишком тупы для создания, не говоря уже о реализации подобного плана. Их направляет полуорк, Мулахей, с которым Абдель также расправляется. Из писем, найденных при нем, выясняется, что он тоже пешка. Направляет его некто Тазак, который организует нападения на караваны и на путников,
отчего путешествие по этим дорогам кажется делом сомнительным. В письме также сказано, что у Тазока есть связной, который в данный момент расположился в Берегости, в гостинице Фалпоста. Это зацепка. Вернувшись в Нашкель, как герой, Абдель делится найденными сведениями с мэром. Познакомиться с Минском, воином-берсерком из далекого Рашимана, который просит помочь спасти его ведьму Динахейр. Абдель соглашается, хоть его и беспокоит поведение следопыта, который разговаривает со своим ручным хомяком Бу. Но он привыкнет к этому щекастому соратнику, и Бу станет неотъемлемой частью команды. Вместе они штурмуют крепость под воинственные писки Бу и рев Минска. Тут поселились гнолы, которые захватили Динахейр. Минск в своем стиле принялся вдалбливать в уродливые головы гнолов здравый смысл. Абдель и остальные присоединились к нему. И вскоре все гнолы были мертвы, а у нас теперь есть сексуальная, смугленькая девуля, которая еще и в магию может. Свое решение остаться с Абделем они объясняют тем, что проходят ритуал. Даджему. Переход во взрослую жизнь и должны странствовать в поисках приключений, а с Абделем у них будет много приключений. Окруженный сильными союзниками, герой решает продолжить расследование, начатое в Нашкеле, и держит путь в Берегост, а именно в гостиницу, которую облюбовал связной, которого Абдель очень быстро прижал к ногтю. Малодушный маг рассказывает, как попасть в лагерь его покровителей, где и планируются все налеты и грабежи. Абдель не проявляет милосердия и убивает мага, так как тот может и донести на него, сорвать его план. На пути к своей цели в Пелдвейле он встречает ее, Виконию, дроу, которую обвинили в убийстве. Она просит Абделя о помощи, но их разговор прерывает наемник, который без суда и следствия решает просто прикончить ее, потому как всем известно, что дроу зло воплоти. А Абделю этот аргумент кажется, мягко говоря, слабым. Вместе с Виконией они дают отпор и убивают эту карикатуру на представителя закона. Дроу благодарит Абделя за спасение, и их пути расходятся, но очарованный парень обещает себе, что еще повстречается с ней. Но сейчас не время для подобных мыслей. К северу от Пелдвейла расположился лагерь бандитов, и кого тут только нет. Гнолы устроились в пещерах, хоб-гоблины патрулируют окрестности, да и люди среди них затесались. Абделя это не смущает, со своей группой он штурмует лагерь, вырезает каждого попавшегося на пути преступника и вскоре оказывается в шатре Тазока. Самого Тазока, правда, нет, лишь его прихвостни, которые также не в силах тягаться с Абделем. Там же они находят письма и пленника, за счет которых их враг принимает более ясные очертания. Железный трон, торговая организация, которая имеет свой штаб во вратах, очевидно замешана в этом грязном деле. Всплывают новые имена заговорщиков – Давайорн и Саривак. Радует то, что они начинают воспринимать группу Абделя как угрозу, и их страх может сослужить Абделю хорошую службу. У них также есть шахта по добыче руды, но находится она в глуби опасных лесов Клоаквуда. Перед таким путешествием следует отдохнуть в дружеской руке, но для Абделя сон оборачивается кошмаром. Его и до этого мучили кошмары, но он отмахивался от них, сваливая все на игру своего разбитого после смерти отца разума. Во сне он видит копию себя, изваяние из камня, а тишину нарушает знакомый голос, осуждающий голос, который доносится из окружающей его тьмы. Это незаслуженная гордость, великий хищник, ведь вся твоя жизнь дана тебе взаймы, когда в том была необходимость, и будет отобрана, когда придет время платить долг. Костяной кинжал вылетает из тьмы и вонзается в статую Абделя, в ее сердце. На ней возникает небольшая трещина, а сам Абдель испытывает агонию, словно его разрывают на части. Тебя создали, как было нужно. Если понадобится, тебя можно сломать. Абдель просыпается и, казалось бы, должен ощутить облегчение, однако он понимал, что это не просто сон. Что-то не так, с ним что-то не так. От этих тревожных мыслей его избавили испытания Клоаквуда, которые, в отличие от снов, могли пустить ему кровь. Путешествие по этим лесам заняло много времени, и все это время на них нападали обитатели этих лесов. В итоге, добравшись до шахт, группа столкнулась с настоящей крепостью, которая охраняется элитными, хорошо вооруженными стражами. Они встречают Абделя, блистая самоуверенностью, но герой быстро стирает эту самодовольную ухмылку лезвием своего клинка. Отряд начинает зачищать от стражей комнату за комнатой, уровень за уровнем.
Некоторые умоляют его сохранить им жизнь, но, насмотревшись на рабов, которых заставляют ковырять руду в ужасных условиях, Абдель убивает каждого из них. К тому же оставлять в живых свидетелей и доносчиков – непозволительная ошибка. Один из рабов просит отобрать ключ от массивной двери у того самого Двоеорна, который управляет шахтами. С помощью этого ключа, открыв дверь, которая сдерживает напор воды, можно затопить все уровни этого богомерзкого места. Абдель колеблется, ведь шахты эти могут стать хорошим подспорьем во времена кризиса. Но видя блеск в глазах раба, это желание отомстить за все учиненные Двоеорном страдания, мы даем слово, что поможем им. Так они и поступают. Сразившись со злобным магом и одержав блестящую победу, группа возвращается к рабам, отдает ключ, а затем все бегут к выходу, не желая становиться жертвами ими же устроенного потопа. Уже на поверхности рабы благодарят их, а Абдель принимается к изучению документов, найденных при маге. Новое имя – Риэлтор, глава Железного Трона, который контролировал всех этих марионеток. Но Абдель нанес его планам ощутимый урон и останавливаться не намерен, а потому приключенцы теперь шагают по дороге, ведущей к вратам Балдура, и горе всем тем, кто служит Железному Трону. Сотрудничая со Стражей Врат, Абдель получает задание проникнуть в штаб Железного Трона и найти улики, свидетельствующие о их преступлениях. Абдель парень не глупый, а потому не желает штурмовать их через парадный вход. Спустившись в зловонную канализацию под вратами, они попадают в подвал. Заведение, наполненное шлюшками, наркоманами и дворянами. На мгновение Абделя поглощает желание устроить резню, так как все эти люди ему омерзительны. Однако сдерживает себя и с облегчением покидает подвал через противоположный туннель. Найдя черный вход в башню, отряд поднимается. Сопротивление слабо, опустошая этажи здания, они натыкаются на сильный отряд во главе с Залимаром. Как потом выяснится из очередного письма, это приближенные Саривака, приемного сына Риэлтора. Саривак, судя по всему, сплел интригу. В уличающих Железный Трон письмах он докладывает своему отцу о нашей смерти, хотя мы живее всех живых. Плюс ко всему, верхушка трона отправляется в Кэндлкип на деловую встречу, однако у Саривака якобы возникают неотложные дела, и он не может сопровождать отца, хотя так хотелось, а? Разбираться в мотивах не время. Герои в сопровождении с капитаном Скаром возвращаются к герцогу Эльтану, достойному человеку, который так же, как и Абдель, хочет докопаться до истины. Эльтан, удовлетворен найденными бумагами, не теряя времени, отправляет приключенцев в Кэндлкип, дабы сорвать встречу Железного Трона и задержать его верхушку. Абдель часто думал о доме, но никогда еще он не представлял свое возвращение при таких обстоятельствах. Он изменился, и Кэндлкип вместе с ним. Жрецы крепости странно себя ведут, и эти странности начались после прихода трона. Разговаривая с одним из наставников, Абдель удивился тому, что тот не узнал его, и, заподозрив неладное, начал задавать наводящие вопросы. Лже-наставник, шипя и ругаясь, набрасывается на группу, приняв свой истинный облик – доппельгангеры. Абдель убивает тварь, но совершенно ясно, что он тут не один. Одним богам известно, скольких жрецов заменили. Придется быть крайне осторожным. До Абделя доходит слух, что в крепость также прибыл Коварас, который очень заинтересован в пророчествах Алаунда. Этот парень встречает нас на одном из этажей библиотеки, рассказывает о своей дружбе с нашим отцом и что был там в момент его смерти. Коварас пытается вручить ему кольцо, однако Абдель отказывается. В истории доброжелателя есть дыры, а Коварас, наоборот, Саривок. Добравшись до жилых помещений, Абдель заходит в комнату отца, а в его сундуке находит письмо, адресованное ему. Да, ребятушки, в письме откровения Гараяна оказалось, Абдель никто иной, как один из многочисленных потомков своего отца, настоящего отца, Баала. Будучи сыном лорда-убийц, Абдель, как и все остальные его братья и сестры, чувствует тягу к смерти и разрушениям. Клеймо на их душах без устали пытается их развратить. Это предсказал Лаунда Мудрый. Дети Баала будут сеять хаос и смерть повсюду, оставляя у себя за спинами реки крови, горы трупов и в конце концов развяжут между собой кровавую войну в надежде присвоить наследие своего отца. Абдель шокирован,
хоть и подозревал, что с ним что-то не так. Отбросив чувства, Абдель берет себя в руки и собирается на встречу со смотрителем крепости, дабы заручиться его поддержкой и призвать глав Железного Трона к ответу. Однако не успел он вступить на последний этаж, как его останавливает стражник и заявляет, что он и его группа обвиняются в убийстве риэлтора, его сопровождающих и тех, с кем он должен был заключить сделку. Отряд кладет оружие на землю, а Абдель заявляет, что любой справедливый суд объявит их невиновными. Пленников ведут в казармы, где они ожидают перевозку во врата Балдура. Там их и должны казнить. Давний наставник Абделя, который вложил в юношу немало сил, проникает в казармы и заявляет, что не верит этим лживым обвинениям. Творит заклинание и забрасывает нас в катакомбы под библиотекой, откуда мы и должны будем прогрызть себе путь на волю, а затем и к вратам Балдура, к Саревоку, который убил своего отца, захватив всю власть в организации. Первым делом Абдель снова вламывается в штаб трона, однако его члены выказывают равнодушие и сообщают, что Саревок спятил, растрачивает ресурсы организации как свои собственные и планирует стать одним из герцогов врат. Они также встречают Алину, которая представляется дамой Саревока. Абдель втаптывает ее нахальное личико в грязь и вырывает из мертвых рук женщины дневник Саревока. Путь ясен. Саревок наш брат, который хочет использовать кризис и развязать войну между двумя нервными соседями, вратами Балдура и Амном. Он полагает, что организовав ужасающую бойню, в которой погибнут десятки тысяч, он, Саревок, будучи в эпицентре устроенной им резни, возвысится как новый лорд-убийц и займет трон своего отца. Это он убил отца Абделя в том лесу. Брат он ему или нет, он сдохнет. Но решимость Абделя в том, чтобы насадить голову Саревока на пику, подверглась удару, когда он встретил Томоко. Она рассказывает, что в глубине души, несмотря на все злодеяния, Саревок хороший человек, что она сможет держать его на привязи, прожить спокойную жизнь без крови и мечты о статусе бога. Говорит, что Абделю просто повезло, что у него был Гараен, достойный человек, который направлял его. Саревок был лишен подобной роскоши. Первой реакцией Абделя было прижать Томоко к стене и перерезать глотку, но не клеймо ли на его душе нашептывало ему. Потому после долгого молчания Абдель обещает, что не убьет брата. Оставив растерянного и опустошенного Абделя наедине с его мыслями, Томоко уходит. В подвале под вратами Абдель по наводке встречается с ассасинами, которые должны в назначенное время нанести удар во время коронации Саревока. Пустив им кровь, полубог присваивает приглашение на коронацию и беспрепятственно проходит в герцогский дворец. Саревок произносит лживую речь перед дворянами, которые оборачиваются доппельгангерами и набрасываются на герцогов и стражу. Абдель помогает страже отбиться и спасает герцогов, а затем предъявляет доказательства вины Саревока, его дневник. Саревок в ярости отвергает обвинения, но поняв, что не в силах контрить подобное, набрасывается на брата. Абдель достойно дает отпор и ранит Саревока, после чего появляется маг, его слуга, и телепортируется вместе со своим господином прочь из замка. Не теряя времени, герцоги телепортируют Абделя в погоню за Саревоком. Герои бегут по лабиринту под домом гильдии воров и натыкаются на проход к городу под городом. И на наставника Саревока, Винский, которого Саревок в гневе ранил и бросил тут подыхать. Тот заявляет, что ему плевать на смерть, так как его запомнят. Он приложил руку к становлению Саревока, и бессмертие ему обеспечено. Абдель, уставший от всего этого, просто перешагивает через умирающего и шагает к храму Баала, который и облюбовал Саревок. Путь ему снова преграждают, и на этот раз это та самая красавица из далекого Каратура, Томоко. Она расстроена и рассказывает, что Саревок узнал о ее встрече с Абделем и пришел в бешенство, прогнал. И теперь, чтобы вернуть его расположение, она должна убить Абделя. Но Абдель не хочет сражаться. Он знает, что она ослеплена любовью, а не идеями Саревока. Тем не менее, Томоко заняла твердую позицию и набросилась на него. Защищаясь, Абдель убивает Томоко, и ее смерть тяжким грузом ложится на его плечи. Окончательно подавленный, с кровью невинной на руках, Абдель перешагивает порог храма и предстает перед Саревоком. Абдель в отчаянии умоляет брата прекратить это безумие, в надежде сдержать слово, данное Томоко. Он вызывает к брату, предлагая ему плечом к плечу встретить угрозу в лице Баала и его наследия. Однако уязвленная гордость Саревока берет верх над здравым смыслом.
Все его планы рухнули, репутация испорчена, край объявил его персоной нон-грата и всему виной Абдель. Саривок, рыча в протесте, шагает навстречу брату и своей смерти с мечом в руке. Абдель так и не сдержал свое слово. На этом история не завершается. Более того, она даже не началась. Саривок один из наиболее полюбившихся мною игровых персонажей, и дело не только в его внушительном виде, голосе, нет, это все хорошо, но в душу он мне запал по иной причине. Я ему сопереживал. Странно, да? Этот человек хотел погрузить Северный Фейрун в хаос, убивал без угрызений совести и без устали вышивал на гобелене интриг. Все это делает его злодеем, с этим я не спорю, но правильнее разобраться в мотивах, в том, что творилось в душе у Саривока. Осудить и скипнуть мы всегда успеем. Саривок был рожден одной из жриц Баала, как и Абдель. Они оба жили в храме, но беззаботного детства их лишили. Детей бога воспринимали скорее как инструмент, а о любви и речи быть не могло. Уже одно это может закалить характер человека, а как иначе, когда ты живешь под одной крышей с фанатичными убийцами. И вот Саривока с Абделем должны принести в жертву мертвому богу, дабы приблизить его возрождение, но церемонию срывает Гарайн с группой орфистов. Они вваливаются в храм, отправляют фанатиков в чертоги их любимого божка и находят детей. Вот он, его шанс. Надежда захлестнула Саривоком. Его мать убита, но кому какое дело. Гарайн же по неизвестным причинам решает спасти лишь одного из братьев. Оглядев обоих, старик делает выбор. Саривок остается в храме, в луже крови и тенью на душе. В то время как Абдель получил все без особых усилий, Саривок выживал, долгое время скитаясь и живя как беспризорник. В конце концов дорога привела его к вратам Балдура, где его заметил риэлтор и усыновил мальчика. Саривок решил, что судьба смилостивилась и позволил себе полюбить жену риэлтора как родную мать. Она была добра к нему и тоже любила мальчика как сына. Но риэлтор слыл жестоким человеком, за проступок он задушил мать Саривока Гароттой на глазах у сына. Но Саривок не забыл. Как мы знаем, это он спланировал смерть риэлтора, а в одном из писем, обращаясь к нанятым им ассасинам, пишет, что Гаротта идеально подойдет для риэлтора. Став старше, Саривок начинает обучаться у мастера оружия, Вински, а вскоре узнает о своем настоящем отце. И вы понимаете, я считаю, что Саривок стал таким не под влиянием порченной крови отца, нет.
Все эти события убедили его в том, что мир не заслуживает его лояльности, и я могу это понять. Цитата Ницше, встречающая нас при входе в игру, отражает суть, но он совершил одну непростительную ошибку. Поглощенный своими замыслами, он не понимал, что рядом с ним женщина, которая любит его таким, какой он есть. А все принятые им решения отражаются и на ней тоже. Томоко умерла по его вине, и ему придется жить с этим. Верно, даже в бездне не удержать такого человека, как Саривок Анчев. Что нужно вложить в свой труд, в свое творчество, дабы спустя 21 год никому неизвестный чувак твердил о великолепии этой игры, этой истории, с глубоким уважением преклоняя колено перед королем западных ролевых игр. Получившую восторженные отзывы игру расхватывали как вокзальные пирожки, было продано миллионы копий, критический успех, не иначе. Сложно это осмыслить, но создана она была ноунеймами-биоварами. На данный момент это гигант игровой индустрии, но в 1996 году это была компашка из троих никому неизвестных мужиков – Рэя, Грега и Августина, которые сидели у себя в гаражике и что-то там пилили, бормоча о симуляторе роботов. Рэй с Грегом были высокооплачиваемыми докторами, а играми и их разработкой занимались по фану, благо издатель Interplay не считал своим долгом душить энтузиазм в людях, как это принято сейчас. Завершив свой пробный проект, Фергус, Рэй и Грег собрались вместе, дабы обсудить открывшиеся перед ними возможности. Вскоре предстоящий проект был подписан как Forgotten Realms RPG, а в конечном итоге игру назвали Baldur's Gate. У них, кстати, были мыслишки переименовать ее в Железный Трон, и знаете, учитывая кликбейт, который, блядь, мозолит мне глаза, им так и следовало поступить. В те славные деньки каждый из биоваровцев был фанатом ДНД. Они перенесли систему второй редакции в цифровой формат практически идеально. А на скиллы и просвещенность игрока, который купит врата и охуеет под давкой непонятных ему значений, им было, судя по всему, по боку. Одобряю. Только хардкор, только становление как игрока путем анального кровотечения. Скажем спасибо Джеймсу Олину за это, психопату и любителю авантюр, который угорал по ДНД, ведя кампанию с ручкой и бумагой на побережье Меча, вратах Балдура. Город этот был выбран по одной простой причине – простор. Тогда он был малоизвестен, а выразительных событий там не наблюдалось. Плодородная почва для создания эпического приключения, я считаю. Хоть издатель особо и не верил в успех проекта, он, сука, был архиуспешным. Биовары получили сполна заслуженную ими славу, а после столь разгромного переворота в индустрии приступили ко второй части, которая превзошла первую практически во всех блядских аспектах. Врата Балдура — это не игра, это ебучая легенда, как, впрочем, и ее создатели, которые вместо того, чтобы гоняться за цифрами и статистикой, подарили миру нечто действительно заслуживающее похвалы и признания. Не выискивая легких путей, они отстраивали свой мирок по крупицам, даже склеили движок уникальности ради. Все это окупилось, все это было не зря. Биовары, которых вы знаете сегодня, не имеют ничего общего с вратами. Это другие, безыдейные люди, которым плевать на вашу духовность, на то, что вам важна рассказанная история. Все, что их интересует – ваши деньги. Да, по сути, весь игрострой уже обезумел. Каждый год я наблюдаю за тем, как игры все упрощаются и упрощаются. И в первую очередь виноваты не студии разработчиков, виноваты издатели и их стопроцентно бредовые вбросы. По факту, сейчас я вижу только одну игру, которая заслуживает внимания и потраченных на нее денег. Это Cyberpunk 2077. Кто-то из моих знакомых может счесть меня необъективным, ибо это один из любимых мною жанров. Но я не соглашусь. Я видел, как корпы забирают у фермеров воду, а потом и землю. Видел, как они превращают Найт-Сити в машину, которая ломает судьбы, уничтожает надежды и выкачивает деньги. Они давно получили контроль над нашей жизнью, но теперь им нужны и наши души. С этим сложно спорить. Может, ты и прав. Я объявил им войну не потому, что меня угнетает капитализм, и не потому, что у меня ностальгия по старой Америке.
Это война людей против системы, которая перестала нам подчиняться. Борьба с блядскими силами энтропии. Ты меня понимаешь? И я буду бороться. Чего бы мне это ни стоило. Придется убивать. Буду убивать. Нужно будет твое тело. Я его, сука, заберу. Джонни, погоди. Давай. Твою мать. Ты пока не видишь опасности. Но это пока. CD Projekt на данный момент играет роль той самой старенькой BioWare, бросающей вызов общему порядку в индустрии. Я не играл в Киберпанк, но когда я мельком увидел ее на ютубе, у меня ладошки вспотели. А они у меня никогда не потели, даже когда я первый раз девочку за ручку взял. Короче, наслаждайтесь Киберпанком, мерзавцы, а я тут посижу, позавидую. Закончить я бы хотел словами Остера Трента. Я чувствую, что с тех пор мы, как индустрия, стали ослеплены технологиями и утратили способность ценить действительно прекрасные истории. С вами был Аск. Будьте достойными людьми и играйте в достойные игры. Всем добра.